По сообщениям иранских СМИ, появившимся ночью на утро 29 ноября 2025 года, Иран нанес удар по разведывательному центру и складу боеприпасов в иракском Курдистане. Иранские источники утверждают, что данные объекты принадлежат курдским группировкам, которые в Тегеране классифицируют как террористические. По их версии, атака была проведена после того, как Моссад якобы передал важную разведывательную информацию одной из этих группировок, и Иран оперативно ликвидировал потенциальную угрозу. Параллельно с этими событиями, израильские источники сообщили о проведении специальной операции на юге Сирии. Израильская операция на юге Сирии в районе деревни Бейт-Джин стала одним из наиболее масштабных эпизодов в зоне Голландских высот за последние месяцы. По заявлению армии обороны Израиля, ночью на утро 28 ноября подразделения спецназа Цахала вошли в населенный пункт с целью задержания подозреваемых, которые, по утверждению израильской стороны, связаны с террористической организацией Аль-Джамаа Аль-Исламия. Израильская сторона утверждает, что группа действовала в приграничном районе и была причастна к планированию нападений на территорию Израиля. В ходе операции, по данным военных, несколько вооруженных людей открыли огонь по израильским солдатам, после чего завязались столкновения. 6 военнослужащих Цахала получили ранения, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Сообщается также о ликвидации ряда нападавших и задержании нескольких подозреваемых. Цахал опубликовал кадры с нательных камер, на которых, по их утверждению, запечатлены эпизоды ближнего столкновения в темное время суток, а также моменты, когда израильские военнослужащие отвечают на огонь по дороге внутри населенного пункта. Кроме того, армия заявила о нанесении нескольких авиаударов по позициям, где, по ее словам, находились вооруженные группы. Позднее военные сообщили, что все цели операции были достигнуты, а подозреваемые доставлены для дальнейших следственных действий. Сирийская сторона представила совершенно иную оценку произошедшего. Министерство иностранных дел Сирии осудило израильские действия, заявив, что атака сопровождалась интенсивным огнем по деревне. МИД сообщил о разрушениях и раненых, а также об эвакуации части местных жителей в соседние районы. В заявлении было отмечено, что сирийское правительство рассматривает произошедшее как нарушение суверенитета страны и обратилось в международные структуры с требованием дать политическую оценку действиям Израиля. Государственное агентство САНА также сообщило о столкновениях между израильскими войсками и местными жителями, утверждая, что в районе операции произошел обстрел и частично разрушилось одно из зданий. Сирийские медики заявили о поступлении раненых, уточняя, что среди них есть представители одной семьи. Ситуация развивается на фоне продолжающихся перестроек силового баланса на юге Сирии после смены власти в стране год назад. Израиль неоднократно заявлял, что не допустит укрепления вооруженных группировок вблизи границ, а также выступает против возвращения регулярных сирийских войск в зоны, которые Тель-Авив считает чувствительными для своей безопасности. Израиль объясняет свои недавние операции необходимостью предотвращения появления в приграничных районах структур, способных организовать атаки на его территорию. Эти эпизоды стали частью более широкого контекста напряженности, в рамках которого в нескольких сирийских городах прошли акции протеста. Демонстранты выступили против израильских рейдов и выразили солидарность с жителями Бейт-Джина. Массовые выступления сопровождались лозунгами, направленными против внешнего военного присутствия. Это отражает сохраняющийся высокий уровень общественного напряжения на юге страны, где присутствуют различные вооруженные группировки и продолжается борьба за контроль над стратегическими территориями. Тем временем линии безопасности в регионе остаются нестабильными и по другим направлениям. Израильская служба безопасности Шин Бет заявила о пресечении деятельности сети, которая, по утверждению израильской стороны, действовала из Турции и занималась поставками оружия на западный берег. Согласно их заявлению, сеть возглавлял гражданин Израиля Ахмед Царзур, проживающий в Турции. Израильские структуры утверждают, что через эту линию средства доставлялись криптовалютой.
после чего на территории Израиля закупалось оружие у частных торговцев в Негеве и переправлялось на западный берег для ячеек Хамас. Операция, по словам Шин Бет, позволила задержать связанных с сетью лиц и предотвратить новые каналы поставок. Напомним, что ситуация на юге Сирии остается сложной, а эпизод в Бейт-Джинне стал очередным сигналом того, насколько быстро локальные операции могут перерасти в крупные политические и региональные последствия. Израиль подчеркивает необходимость предотвращения терактов и укрепления безопасности, тогда как Сирия настаивает на недопустимости нарушений своего суверенитета. Пока переговорные форматы, включая попытки посредничества США, не приводят к устойчивому соглашению, регион остается крайне уязвимым к новым вспышкам насилия. На фоне событий в Сирии регион остается напряженным и в других направлениях. Примечательно, что параллельно Турция выступила с жестким заявлением в отношении морского соглашения между Кипром и Ливаном. Анкара считает, что документ нарушает интересы турецких киприотов и призвала международное сообщество не поддерживать его реализацию. Турецкая позиция подчеркивает сохраняющуюся конкуренцию за морские зоны Восточного Средиземноморья, где вопросы энергетики и юрисдикции остаются ключевыми элементами регионального баланса. Почти одновременно с этими сообщениями из Турции турецкие источники сообщили о взрыве нефтяного танкера в Черном море. По предварительным данным, судно могло подорваться на морской мине и загорелось. Некоторые новостные агентства не исключают, что танкер мог затонуть. Этот инцидент вновь поднял вопрос безопасности в морских зонах, через которые проходят ключевые маршруты транспортировки энергоносителей. На фоне растущей региональной нестабильности продолжают звучать оценки возможного будущего конфликта между Ираном и Израилем. Jerusalem Post отмечает, что следующая война между двумя странами может оказаться значительно масштабнее прежних, поскольку обе стороны за последние месяцы существенно усилили потенциал и подготовку к возможной новой эскалации. Такие оценки отражают общий рост напряженности на Ближнем Востоке и опасения, что локальные столкновения могут перерасти в более крупный конфликт. Отдельный резонанс вызвали заявления бывшего главы Моссада Йоси Коэна, записи которых, по данным израильской прессы, были получены во время закрытой конференции. Коэн утверждал, что Моссад ведет операции на территории Ирана не дистанционно, а через развернутые там подразделения и группы, задачей которых является разведка и попытки вербовки. Комментируя события 12-дневной войны и удары США и Израиля, он заявил, что, по его оценке, иранские запасы обогащенного урана не уничтожены полностью и что Тегеран не отказался от своих ядерных амбиций. Коэн также рассказал о своих встречах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, подчеркивая, что возможность мирного соглашения между Королевством Саудовская Аравия и Израилем рассматривается Эр-Риядом как реальная перспектива, включая способы минимизации политической чувствительности палестинского вопроса. По его словам, до событий октября 2023 года Саудовская Аравия была готова идти к формату, аналогичному соглашениям Авраама. Однако атака Хамас и последовавшая война временно сорвали эти планы. Бывший глава Моссада также отметил, что поддерживает идею создания государственной комиссии по расследованию событий 7 октября, хотя премьер-министр Нетаньяху выступает против такого формата. На фоне этих заявлений прозвучала и позиция президента Аргентины Хавьера Милея, который высказывается в поддержку Израиля. Милей подчеркнул, что считает израильское общественное устройство примером модели, благодаря которой, по его словам, западные страны достигли развития в прошлом. Он отметил, что за десятилетия Израиль сумел превратиться из малонаселенной пустыни в технологически развитое государство, что, по его мнению, демонстрирует эффективность ценностей, основанных на решимости и самостоятельности. Милей заявил, что поддержка Израиля для него означает поддержку тех принципов, которые он считает важными и для восстановления собственной страны. Такое насыщенное пересечение событий от операций в Сирии и заявлений международных акторов до ударов Ирана по разведывательным центрам и складам боеприпасов террористических группировок в иракском Курдистане
инцидентов на море и дипломатических комментариев демонстрирует, насколько быстро меняется стратегическая среда на Ближнем Востоке и вокруг него. Региональные государства продолжают корректировать свои позиции, реагируя на возникающие угрозы, а международные игроки все активнее включаются в процессы, влияющие на баланс сил. Все это создает сложный фон, в котором любая локальная вспышка получает широкий резонанс и может влиять на общую структуру безопасности. Делитесь своим мнением в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых свежих и важных новостей мира и Ближнего Востока.